Привет, мои дорогие люди! Это видео для вас. Видео на отношения и на любовь. Что будет дальше? Как изменится ваша жизнь с ним? Как изменятся ваши отношения? Его мысли и чувства? Куда все идет? Мы узнаем, что он сейчас думает и как он хочет поменять отношения, а также, что вам посоветуют карты Таро. Я для вас буду раскладывать vice versa. Это двухстороннее Таро, потому что оно очень глубоко смотрит и открывает тонкости отношений. Чего ожидать от мужчины? Как изменятся ваши отношения в загаданное вами время? Я вам советую установить ваши временные сроки. И знаете, такие расклады очень полезно смотреть, потому что это разговор с подсознанием, чтобы улучшить это отношение. Все мои видео очень супер важные, супер полезные, потому что в них вы выговариваетесь, в них вы открываете душу ему, он вам. И происходит то, что вы видите возможности, вы видите, что судьба вам может дать хорошего. Так что я советую мои видео смотреть столько, сколько в кайф. Вообще, сколько хочется, столько и смотрите. Вообще все всегда нужно делать, что хочется. Это главное правило. Птички поют, они подтверждают мои слова. Как будут меняться ваши отношения? Как будут меняться ваши отношения? Паж Пентаклей, хорошая очень карта. И пятерка жезлов. Пятерка жезлов говорит, что тот вулкан, который был между вами, знаете, вулкан переживаний, вулкан страстей. Знаете, когда страсти — это всегда такая бурная энергия, там и позитив, и негатив одновременно. Например, бывает, что страсть такая романтическая, но там тоже есть своего рода, когда есть там немножко перчинка, вы знаете, нам нравятся активные, так немножко брутальные мужчины. Но я уже говорила об этом не раз, что это связано с историей патриархальной нашей истории и доминированием мужчин и так далее. То есть это дух наших предков, женщин, говорит у нас, когда нам нравятся такие яркие, жгучие мужчины. А домашние котики в бытовом плане таких не бывает, чтобы то и другое было. Будет перекос куда-то. Такая human race, такая наша человеческая натура. Я здесь вижу, видите, вулкан. У вас был вулкан с ним. То есть, может быть, спальные вулканы, может быть, вулкан на кухне, когда что-то не поделили, или еще какой-то взрыв эмоций. Как изменятся ваши отношения? Эта пятерка жезлов говорит, что уже этот пик вулкана, когда уже извержение произошло, уже, извержение чего угодно может быть, вы сами понимаете, о чем я говорю. Это в любом случае извержение, это в любом случае какой-то выход энергии, который был, может быть, он в сердцах что-то высказал. Но нужно помнить, когда человек что-то высказывает в сердцах, любимый или далекий, неважно, человек говорит всегда сам о себе, всегда. Если он вами недоволен, или ревнует, или не уверен в вас, он сам в себе не уверен, или он сам собой недоволен. Но если вы ему высказываете, та же идея, в принципе, вы тоже, как любой другой человек, ничего человеческое нам не чуждо, да? Так что эта карта, она говорит, это борьба, видите, когда вы столкнулись лбами, потому что два лидера. Поэтому и столкнулись лбами, потому что оба вы лидеры. Это столкновение, оно уже прошло. То есть уже все самое тяжелое между вами, оно позади. И знаете, как я сказала, язык отстает от современного человека, от его эмоций. Поэтому есть такое понятие, как мы не хотим легких отношений, мы хотим серьезных. Но серьезное предполагает что? То, что, естественно, легкие отношения — это не значит отношения, от которых хочется уйти. Пунктик в том, я все люблю видеть с другой стороны. Понимаете, я ясновидящий человек. Видеть ясность с другой стороны, где люди не видят этой ясности, не видят там клондайк, счастье, а человек не видит. Поэтому я могу это увидеть и вам рассказать. Легкие отношения — те отношения, в которых хочется быть. Это не легкие отношения, это страсти. Пусть была страсть, пусть была любовь, бурная любовь, но тоже они не были легкими. Поэтому от них хочется уйти, от таких отношений. И заметьте,
Здесь не то, что вам друг от друга хочется уйти, вам хочется уйти от тяжести в отношениях. Мы иногда думаем, серьезные отношения — это не легкие отношения. А на самом деле, я сейчас все переверну ваше сознание, вы поймете. Серьезные отношения — это и есть легкие отношения, в которых легко, из которых не хочется уходить, которые не по обязанности, не по тому, что мы мы когда упрекаем друг друга, мы обязываем друг друга, мы его заставляем, посылаем его на дорогу вины. Виноват он, терпи, сделай это. И вы, может, себя чувствуете виноватой, или он чувствует себя виноватым в отношениях. Это плохое строительство дома. Это строительство дома на чувство вины, оно ни к чему хорошему не приведет. Может быть, постельная вина у кого-то, потому что он не смог сделать то, что должен был сделать. То есть, не как мужчина себя повел. Или в спальне, или на кухне, или там еще где-то. Или, может быть, вы друг друга не поняли. То есть тяжесть в отношениях, когда есть... Знаете, что такое обязанности? В легких отношениях, когда хочется с человеком быть, обязанность, она натуральная. То есть ты не потому, что ты обязан с этим человеком живешь, потому что тебе с ним легко, тебе с ним хорошо, вы друг друга понимаете. То есть вот эта перефразировка, понимаете, мы часто языком своим сами себе мешаем. Мы говорим, он хочет легких отношений. Но он может быть, как и вы хотите, легкого взаимопонимания. Вы поняли, да? Это легкость, в которую не хочется уходить. И взаимными претензиями ничего не сделаешь. 5 жезлов — это взаимные претензии, которые между вами были, и вулкан. Любовь есть, но тоже есть и претензии. И получается, что паж Пентаклей — это и он, и вы. Пентакли — это ценности. Вот это именно легкость, это легкость достижения, потому что когда человек молодой, ему все легко достается по молодости. И не нужны дополнительные какие-то улучшения, какой-то дополнительный допамин или дофамин, оба, кстати, правильно сказать, потому что pH читается как допамин, именно по-английски, в современном английском, но в русском языке читается дофамин. Этот допамин, он выделяется, это химикат, он выделяется у нас тогда, когда нам с вами легко жить. Понимаете, это ощущение кайфа, и оно приходит, когда мы осознанно говорим, что жизнь в кайф. Птица поет, это кайф. Природа в любое время года кайф. Вы, как и есть, вы красивая. Это кайф на вас смотреть. Кайф, это допамин, да, кайф. С вами взаимодействовать. Вот это все паж Пентаклей. Это молодая энергия кайфа. Я хочу вам сказать, что в ваших отношениях, когда вот произойдет этот перелом, когда вы поймете, что кайф быть с друг другом, потому что легко с друг другом. Да, серьезно. В этом кайфе есть серьезность, потому что хочется серьезных отношений с человеком, с которым легко. Вы поняли мой point, мою идею, которую я вижу в этой карте. Карта на меня, она светит, и я ясно вижу ее, и вам это все передаю, да. Такая вещь. Молодому человеку сейчас очень трудно, потому что ему говорят, что есть еще какой-то кайф, и он пытается добавить это себе. В любом возрасте не делайте этого. В алкоголе еще хуже, другие субстанции. И то, и другое. Кстати, алкоголь — это очень страшная субстанция. Очень страшная. Что добавить? Что добавить в ваши отношения? Вы и он имеете притяжение, это уже допамин, естественный, природный. Природный допамин ни с чем не сравнишь. И он от самоощущения. Самоощущение в паре должно быть кайф друг с другом. Все. Мы сделаем так, что нам будет в кайф. Сейчас опять буду читать 2 карты целый час. Лена, спокойно. Потому что я увлекаюсь, и я вам скажу, что Таро — это универсальное Таро. Каждая карта — это целый космос и энциклопедия жизни. Поэтому не нужно брать миллионы их. Я знаю, что гадание онлайн девочки не любят, когда я читаю одну карту долго. Я не знаю, почему не любят. Может, это завистники завидуют, что я умею читать одну карту долго. Я не знаю, кто это пишет. Но, Лена, не нервируй публику. Давай, переходи дальше. Все хорошо. Вот видите, нервирую своих врагов. Врагов и друзей всех люблю, и всех понимаю. И всегда человек о себе говорит. Когда враг там что-то говорит о вас, он говорит всегда о себе.
Если враг сказал что-то про ваши отношения, если, понимаете, есть подружка, она приходит к вам, и она говорит о других людях, что у них плохие отношения, женщины другие плохие, мужчины плохие, и она негативная. Вы что думаете, когда она закроет дверь, она то же самое скажет другим о вас? Не дружите с такими людьми. Не сидите в компании с нечестивыми. Я вам гарантирую, ваша жизнь поменяется к лучшему. Кто-то вхож в ваш дом, 8 меча, кто-то, кого давно вы знаете, подруга, даже мама по доброте душевной может все время ныть. Понимаете? Потому что, ну да, трудная у нее была жизнь. Ей нужно самой понять, что не помогает нытье. Кто-то есть в вашем окружении, кто ноет. Может, мужчина ваш ноет, и вам надоел своим нытьем. На работе плохо, денег мало, экономика плохая, а все виноваты. Понимаете, можно так сделать, тут и не поможет. Вот эта карта, это 8 меча. И вы руки сами себе держите скованными, а здесь летит орел. Орел белоголовый, у меня такой здесь живет неподалеку. Каждый день его вижу. Он парит. Орлы не стараются. Они очень тяжелые птицы. Одни самые тяжелые птицы, одни из самых тяжелых, но они парят очень высоко. Почему? Они используют общее пространство себе на пользу. Они кайфуют в пространстве, они не сражаются с пространством. Не сражайтесь с вашим мужчиной, кайфуйте с ним. Улыбнитесь, кайфуйте с ним, он с вами будет кайфовать. Девочки и мальчики, есть враги в ваших отношениях. Не потакайте, не поддавайтесь врагам. Ну, врагов не переделаешь. Этот человек не умеет жить по-другому. Понимаете? Когда враг вам что-то плохое говорит, он говорит всегда о себе. Поэтому нормальный человек понимает, что когда вас кто-то проклинает, он проклинает сам себя. Потому что здоровый человек не будет проклинать других. Девочки и мальчики, на 8 меча выходит 8 пентаклей. Вернее, нет, 8 чаш. Наверное, 8 пентаклей в духе вышла. Со мной так иногда карты разговаривают. Это ясновидение. У меня все время так карты говорят. Наверное, вышло и пентакли, и чаши, и жезлы даже, может, в духе вышло. Но здесь, кстати, чаши. Понимаете, на вот это, что вы связаны по рукам и ногам, 8 чаш говорит, вы свободны. Вы не свободны от отношений. Понимаете, свободные отношения – это когда человек свободен быть счастлив в них. Когда человек свободен быть в легких отношениях, когда он непринужденно в отношениях. Мы все думаем, что там печать в паспорте, но нужна печать в паспорте, без этого никак. Но это не сделает отношения лучшими. Это просто как свидетельство того, что вам легко с друг другом, вы хотите быть с друг другом. Я вижу, что печать в паспорте у вас будет, если еще нет. Но это не то, о чем вы должны волноваться. Вы сейчас должны думать, чтобы вам легко было друг с другом, потому что здесь, по 8 чаш, он не уходит от вас, он идет к вам. Потому что все, что было до вас, или ваши ссоры, они закончились. Чаши здесь стоят по нумерологии правильно. 5 плюс 3. Я вам как нумеролог скажу. Правильно. Он завершил эти скандалы, ссоры, недопонимания и хочет с вами. Его внутренний ребенок, может быть, страдал. Может быть, детские травмы вы с друг другом обрабатывали. Но теперь время легких отношений, время свободы. Свободы быть с друг другом. Как изменятся ваши отношения? Они будут вам в кайф, друг другу будут в кайф. Башня говорит о том, что дайте разбиться тому и примиритесь. 8 чаш примирения. Примиритесь с тем, что уже не нужно вам. Например, когда начинаете разговор, всегда одинаковая фраза, дежурная фраза. И вы от них устали, и он устал. А вы попробуйте с другой фразы. А вы попробуйте улыбку. Даже если она натягивается, вы ее натяните. Натяните себе на лицо улыбку. Я знаю, что он вас долго не заставлял улыбаться, что он вас издевался, что он держал вас в поминовении или на цыпочках, или еще как-то. Может быть, у вас-то. Попробуйте улыбнуться. Вы сами себя учитесь любить. А со временем, и может, и он вас полюбит другой любовью, и вы его другой любовью. Пока вы учитесь сами себя любить, и это башня говорит, те кнопки, которые не работают, не нажимайте. Вы любите, когда в вас нажимают больные кнопки? Нет, и он не любит. Не нажимайте у друг друга болезненные кнопки.
перед тем, как расставаться, если вы думаете расставаться, подумайте, чтобы кайфовать от жизни. Потому что вы ссорились, вам было больно, потому что вы прожили какую-то боль до него, и это якорь, и у него такой же якорь. Вы такой же, как и он, человек. Как изменятся ваши отношения? Это карта справедливость. Это, кстати, в этой колоде вообще такая карта интересная, справедливость. Новый закон. Это как Христос. Ну, я пример, Библия всегда второй есть, это как пример. Христос пришел к людям и сказал, будет новый закон, но его не поняли. Понимаете, многие не поняли. А сейчас вот какой новый закон. Закон любви между вами. Смотрите, старый закон – это закон чего? Ну, что продолжаем войну, да? Вот ты это сказал, я это сказал, продолжаем войну. Это старый закон, не работает. Можно, да, другой вас обидел человек, но за его обиду возьмите сами ответственность за себя. Потому что другой человек никогда не сможет это все изменить, только вы можете изменить. Здесь, видите, меч воткнут в землю, весы сломались, весы старого закона сломались. Есть новый закон любви, да. Человек только может любить, который имеет любовь внутри. Понимаете? Я знаю, что у вас есть любовь внутри. Если человек полностью предатель, у вас найдется новый, который не будет предавать. Главное, чтобы вы себя не предавали. Как изменятся ваши отношения? Закон любви появится, закон препятствий уйдет, старый закон уйдет. Так, традиционно его мысли, чувства и действия. 3 карты. Первая – его мысли. Ну что, перспектива. Кстати, здесь может быть новый мужчина из-за границы других стран. Не бойтесь мужчин из-за границы. Почему вы думаете, они сухие? Но они душу не рвут каждый день. Зачем? Надо, чтобы благом жить. Просто в кайф. Девочки, кайф есть натуральный. Натуральная природа дает нам этот кайф. Почему мы не учимся у природы? Понимаете? Весь земной мир, солнце. Учите иностранные языки. Общайтесь с другими людьми. Столько много интересных людей, если у вас нет отношений. А если вместе учите, чтобы путешествовать по миру, здесь перспектива. Он думает развивать с вами отношения. Или уже какой-то новый человек ищет вас. Может, в других странах. Учите английский, он простой. Я делаю предсказания даже на английском. Общие мысли у него созидательные. А еще, если вы не собираетесь никого искать, только этого хотите, он будет искать с вами примирение, он будет искать контакт, потому что это перспектива. Он страдает, это жезл, это его страсть. Перспектива на встречу опять, на общение. Это были его мысли, его чувства, то, что в сердце. Сердцу не прикажешь. Это карта маг. Это очень хорошая карта. Он хочет трансформировать ваши отношения, сделать их магическими. А что значит магическими? Чтобы работали. Что такое магия? Работает. Магия – все в жизни магическое. Магия – это жизнь. Мы не можем жизнь создать. Кто знает, как Творец это делает? Мы, создание Творца, мы не можем это знать. Потому что создание Творца никогда не может узнать, как это делается. Это волшебство любви. Он хочет, это его сердце, он хочет, чтобы сработало. Он хочет, чтобы вы и он начали понимать друг друга, начали легко понимать друг друга. Вообще ведь расклад о том, чтобы вы поняли по-новому легкие отношения. Я уверена, у вас, во-первых, не будет отбоя в поклонниках, если вы себе ищете. А если с вами же человек, он никогда в жизни от вас не уйдет. Потому что ему с вами легко. Это не то, что он несерьезный или нет печати в паспорте. Есть и печать, есть и серьезно. А то серьезно, чего хочется. А чего кайф, что не заставляют. И вот в сердце у него вы, его не заставили это. Вы в его сердце поселились, потому что он вас любит. Его никто не заставлял. Цветы растут. Цветы – это, конечно, символ близости, желаний и исполнения мечты. Я возьму его действия, а потом еще совет от карт. Будет видео короткое сегодня. Его действия. Карта, посмотрите. Эта карта называется «Страшный суд».
Или же я говорю, что это преображение, трансформация, да, страшный суд или просто суд, или же judgment карт. Но на карте изображен архангел Михаил, который вас пробуждает к новой возможности. Или у вас уже есть семья, семья света вас благословляет, сам Творец. Опять здесь намек на орла. Используйте окружающую среду как поддерживающую, а как не враждебную. И враждебная среда, может его мама быть или негативные люди. Избегайте враждебной среды, ищите поддерживающую среду. Что вас соединяет? Вот эта поддерживающая среда между вами. Не нужно больше говорить о том, что вас разъединяет. Если какие-то вещи вы делаете по-разному, так тому и быть. Ну и что? Не бывает двух подобных людей, все разные. Это карта, когда поднимает вас Творец, Архангел Михаил, защищает ваши отношения от негатива, поднимает ваши отношения на новый уровень и примиряет вас друг с другом. Это его действие. Он хочет с вами возобновить то, что было раньше, то, что было в начале. Это все можно вернуть. Вот такое. Это, смотрите, мысли, чувства и действия. 3 положительные карты и 2 старших аркана, тем более тройка жезлов, это же карта на удачу. Это когда все получилось. 3 это по нумерологии, когда получилось уже все. Теперь хочу взять совет. Совет для вас. Да? Я хотела взять одну карту, но у меня тоже глаза увидели эту, так что я возьму 2. То, что видит предсказатель, тому и быть. И смотрите, это карта шут. Это вообще, да? Ну, буквально карты точно подтвердили мои слова и сказали: Лена, молодец. Ты честно, грамотно, правильно донесла, без оглядок на то, что скажут люди. Ты донесла до людей все, что ты услышала. Честно, грамотно. Все, спасибо. Понимаете? Карта шут об этой свободе, о которой я говорила, которая дает природный допамин или дофамин. Как скажете, так будет правильно. То есть наслаждение жизнью. Мы столько, понимаете, нельзя никого заставить. Тогда получается обязаловка, тогда никому это не нужно. Или найдите удовольствие в отношениях, или ищите другие. Вот так говорит шут. Он не будет делать то, что ему не хочется. Потому что вам нужно найти в отношениях с ним то, что радует вас и радует его. И карта шут говорит, что тогда он в жизни не захочет уйти. И не будет никаких качель. Человек стремится к тому, что ему в кайф, что ему приятно. Вы же едите еду, которую хочется, правда? Ведь правда же. Даже знаете, что вредно, а все равно нельзя сахар. Как гомеопат вас предупреждаю. Но это я, как бы в полушутку, хочу тоже помочь. Вот это вы и он. И у вас вот в этой котомке, знаете, обиды простили друг другу, потому что в котомке все только на один день. Вот на один день берем то, что нам нужно. Это наш ресурс любви на один день. И так и живем. А так и живем 1000 лет счастливо с ним. И здесь солнце всходит. Всходит солнце в вашей жизни с любимым. И здесь солнце всходит, но кажется, что обрыв, да? А когда посмотришь, это совсем не обрыв. Там холмы, то есть это какие-то приятные ландшафт отношений. Это когда ласковые, когда гладите друг друга по душе, по сердцу гладите, по уму гладите. Он вас не критикует, вы его не критикуете, гладите друг друга. А в руке лилия. А лилия — это постоянство. Потому что легко с друг другом. Поэтому постоянно хочется быть с друг другом. Ну а мужчина-то какой, смотрите. Это его со спины, а вот это его лицо. Это король жезлов, страстный. Страстный и добрый одновременно. Вот то, что нам, девочкам, всем нужно, что в природе, есть, но если нажимать на правильные кнопки, у каждого человека это есть. Если нажимать на неправильные кнопки, у каждого человека есть какой-то немножко такой дьяволины, да, дьявольщины, где человек себя же защищает, он не от вас защищается. Это архетипично все. Что мы сзади видим?
Сзади у него интересный трон. Сзади мы видим такая красивая ночь. И это изгородь. Видите, изгородь, да? У каждого человека есть свой космос. Есть такое понятие spatial dynamics. Это важно, что я сейчас скажу. Потому что нам, особенно из Советского Союза, нам свойственно нарушать границы вот друг друга. Потому что мы жили в маленьких квартирах. Это и хорошо, и плохо. Несколько поколений в стесненных условиях жилищных, да, когда я, например, помню, жила с родителями, когда были маленькие дети, это было ужасно, а другого пути не было. Это было ужасно и так далее. И мы, которые даже архетипично, может, мы молодой человек и вообще в Советском Союзе даже не родились, меня смотрите, но у вас это сидит еще, потому что вы первое, второе поколение, архетипично это все сидит. Что нет границ. Когда мы видим западный человек, он имеет эти границы, потому что у него свобода — это не значит, что дороги медом смазаны. Свобода — это значит ответственность за себя взять. Поверьте, в Канаде людям очень тяжело жить. Сейчас по всему миру тяжело жить. Но все равно люди имеют это чувство внутренней свободы, ответственность за себя берут. Им так тяжело, что нам даже не снились такие подвальные помещения, в которых они живут. Но они все равно по-другому себя чувствуют. Почему? Нет этой внутренней скованности, которой нам с вами надо учиться. У мужчины сзади изгородь на троне. Это очень важный аспект. Это когда вы с ним взаимодействуете, вы всегда имеете свое пространство, а он свое. И там изгородь есть. Такая, знаете, как околица, что ли, как такой picket fence, такая изгородь, вот как здесь. Видно снаружи. А зачем? Почему видно снаружи? Вы знаете, этот друг, этот любимый могу пустить в свое внутреннее пространство, когда захочу. А когда уже хватит, я скажу: слушай, теперь я хочу с книжкой полежать, теперь я хочу пойти сама на прогулку, теперь я хочу делами заняться, теперь я хочу с подружками, а теперь хочу с другими мужчинами просто поговорить о жизни. Это не значит, что у меня с ними что-то есть. Мы имеем изгородь в своем пространстве и пускаем других людей, которым доверяем, иногда к себе, но и тоже закрываем калитку и остаемся. У нас, у людей советских, часто это смыто. И поэтому мы так оскорбляемся часто. Этой изгороди у нас нет. И поэтому он может задеть за живое, а вы его можете задеть за живое. Король жезлов имеет эту изгородь, и вы имеете ее. У меня есть другие видео насчет этого. Если кто хочет изучить, был такой философ христианский, который, кстати, первый сказал: Бог внутри каждого, храм внутри души. Рудольф Штайнер был такой, если вам интересно. И его последователи уже в наше время имеют такое spatial dynamics, динамика пространства. Кстати, и в России даже есть такие общества тоже. Это очень интересно. И это тоже в других философиях. Другие люди говорят тоже об этом же, только по-другому, другими словами. Вообще никто не имеет монополию на какое-то открытие. Потому что, чтобы не открылось нам, да, мы взяли это из пространства, тоже открылось и другим людям. Так вот, ваш космос, ваш мир имеет вот такую планету, и вот, знаете, как «Маленький принц», и там вот такой есть изгородь такая. Вы врагов никогда не пускаете вовнутрь, или же оппонентов, или же других людей, даже друзей вы никогда не пускаете вовнутрь своей изгороди. А вы выходите, как я говорю, пошлите двойника везде. В магазин, в офис, везде в общее пространство. Друзья или враги, неважно. Вы пошлите двойника из своего пространства на общую территорию. Вот король жезлов очень умный, он это делает. Ваш мужчина, может, вам владеет этим? Скорее всего, да. Потому что не зря же вышел такой. И вот здесь, посмотрите, здесь змея на этой карте есть. Ее не видно, но она здесь есть. Может, я сделаю фотографию, прикреплю в конце, чтобы вы увидели, змея здесь есть. Что такое змея? Знаете, кто-то из знаменитостей сказал, не однажды, многие знаменитости по-разному говорили об этом. Other people are always obstacles. Вот это вот змея. Другие люди всегда препятствия. Obstacle — это препятствие. Если только мы их пустим себе под кожу. Они будут препятствием, это не наша энергетика. У каждого набор своих микробов и так далее. Теперь в наше, я бы сказала, даже
вирусное время, мы понимаем это. Мы теперь хотим защититься. Да, действительно, мне нравится, когда мне еду приносят в маске официант, потому что все знают, что когда человек говорит, частички его слюны выделяются. Я не хочу, чтобы он дышал на мою еду. Нет. Понимаете? И еще в восточном мире всегда вот свои руки при себе, да? Это тоже об этом. Так вот, в общем пространстве вы ходите двойниками. И там, в общем пространстве, тогда не нарушается ваша целостность. И вы не чувствуете себя оскорбленным, обиженным. Потому что вы говорите на общей территории, где все есть, где все имеют возможности. Как деревья. Все деревья разные, и нет некрасивых. А мы, люди, судим друг друга. Этот красивый, этот умный, этот такой богатый, этот бедный. Зачем? Богатство — это ресурс, который дает нам жизнь всем одинаково. Птичка подтверждает, она сегодня со мной дуэтом рассказывает вам. А потом, когда пообщались с человеком, войдите назад, закройте калиточку. Любимых можно пускать к себе, но мы забываем их выпустить. Выпускайте их. Понимаете? Детей вообще нельзя пускать себе близко тоже. Вообще с детьми лучше на общей территории общаться, потому что ребенок — это уже другой человек. В японской культуре ребенка отпускают, делают такой ритуал, когда он рождается. Он совершенно другой человек, другой космос. А мы держим сына при себе, дочь при себе, нарушаем границы. Также ведем себя с мужчиной. Но я не знаю, почему так сегодня серьезно. Мне, наверное, часто бывает серьезно. Но я люблю серьезно говорить, чтобы облегчить вашу жизнь. Я хочу закончить, потому что сейчас, чувствую, будут говорить мне. Я знаю, что вы будете счастливы с королем жезлов, потому что вы не будете нарушать пространство друг друга. Вам кажется, это одиночество быть в своем космосе одному. Это не одиночество, это solitude, это то уединение, которое нужно каждому, чтобы восстановить силы и выйти на общую территорию с вашим любимым и любить, потому что вы отдохнули на своей территории. А теперь вообще у всех у нас общий мир, и в то же время мы понимаем, что мы каждый имеем свой эзотерический мир. Да даже YouTube, смотрите, у каждого может открыть канал и иметь свой мир. И это окошко из моего мира в ваш. А я захожу к вам в дом, потому что вы хотите посмотреть видео, вы хотите побеседовать с лучшим другом на интересную тему. А мы еще советские любим, чтобы было и глубоко, правда? Конечно, любим, а в этом ничего плохого тоже нет. Это тоже хорошо. Можно иметь и глубоко, и легко одновременно. Я к этому стремлюсь. Чтобы было и глубоко, и легко одновременно. И чтобы вы какой-то получили, чтобы вы пользу взяли из моих видео для себя, чтобы улучшить свою жизнь. В общем, так. Я готовлю карты, как всегда, после расклада. Этот раз готовлю карты и с вами беседую. Девочки, мальчики, я вас обижаю. Мальчики, не ругайте меня. Вас тоже все это касается. Я взрослая девочка, поэтому мальчикам со мной должно быть интересно, на мой взгляд. Но если не так, так вы хозяин, барин. А я знаю, что мы еще обязательно увидимся. Вы обязательно с пользой для себя проведете время на моих видео, получите подсказки от высших сил, от Вселенной, побеседуйте с вашим высшим Я, выговоритесь, посмотрите, что будет дальше. И беседа с лучшим другом в моем лице. Мне с вами очень приятно. Надеюсь, вам приятно со мной. До новых встреч, друзья. Пока.